Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И захотелось мне что-то вернуться к формату таких подкастов, грубо говоря, в которых меня не видно, и я просто разговариваю, вы можете это послушать где-то фоном, если вам интересно, и, в общем, мне не надо париться со своим лицом и монтажом. Уже известно по многочисленным слухам, инсайдам, вообще куче информации, что в конце октября возвращается группа Arctic Monkeys, и я решил, что стоит переслушать их дискографию целиком к моменту выхода их нового альбома. Я ее уже слышал, я с ними знаком, они мне очень нравятся, но сейчас моей целью стоит послушать все их альбомы именно с критической точки зрения, поставить каждому оценку. И так как я очень люблю их дебютник, я решил, что стоит записать такой небольшой подкаст, поговорить вообще, как к нему пришла группа, немножко обсудить песни, вообще в целом этот альбом. Я не знаю, буду ли я такие ролики делать по каждому из их альбомов, потому что я не думаю, что большому количеству людей это в целом будет интересно. Но как такой небольшой флешбэк и возвращение к одному из крутейших дебютников нашего века, я думаю, стоит вернуться. Поэтому да, сегодня я хочу поговорить об альбоме Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. И так как эта работа является дебютной для группы Arctic Monkeys, стоит вернуться в их историю, а точнее предысторию. 2002 год. Алекс Тернер, Мэтт Хелдерс и Энди Николсон решают создать группу. Алекс Тернер и Мэтт Хелдерс хорошие друзья и соседи, а двух других ребят это Энди Николсон и Джейми Кук. Они находятся в школе, поэтому, знаете, такая очень стандартная история возникновения андеграунд рок-коллектива. На дворе 2002 год, ребята находятся в городе Шеффилд. Группа The White Stripes в Америке уже дебютировала. На родине у ребят уже вполне себе успешно работает кейс группы Coldplay, которые в 2000-м выпустили альбом Parachutes. И в целом ни для кого не секрет, что это время в Британии, как и во многих других странах, это время андеграундных коллективов, тусовок, крутых выступлений и каких-то жарких событий в клубах. И именно отсюда Arctic Monkeys как группа и начались. Первое выступление группы состоялось 13 июня 2003 года в городе Шеффилд в пабе The Grapes. Ребят принимали хорошо, и после парочки выступлений они начали записывать демки. В итоге у них получилось 18 композиций, которые они записали на CD-диски и бесплатно раздавали на своих выступлениях в пабах. А так как реакция аудитории была изначально хорошей, их стали по городу звать, соответственно, больше CD распространялось, и, как было принято в начале 2000-х, ребята надеялись, что какой-то из этих CD дойдет до руководства какого-нибудь лейбла, ну и сами понимаете, мечта стать большими музыкантами при большом лейбле. Однако все случилось не совсем так, и важная причина этому — интернет. Существовал в то время такой небольшой сайтик, который все, я надеюсь, знают и помнят, называется MySpace. И поклонники, которым очень понравилось творчество новенькой группы, стали загружать полученные песни на бесплатных CD на MySpace. И что вы думаете? Это был полнейший успех. Их песни фактически в современном понятии вирусились, у них появлялось очень большое количество слушателей. И таким образом группу, у которой по сути не было еще ни контракта, ни альбома, начала обрастать фанбазой. Многие музыкальные издания и критики вообще считают, что Arctic Monkeys стали по сути первой группой, которая стартовала за счет популярности в онлайне. И, естественно, после такого уже стали на них обращать внимание и пресса, и радио. Одними из них стали как раз-таки BBC Radio, крупнейшая радиостанция в Великобритании. И вот после этого недолго пришлось ждать того, чтобы их демки попали на столы продюсеров, и группа заключает контракт с лейблом Domino в 2005 году. Domino — это независимый лейбл, соответственно, он не очень крупный. Допустим, из таких последних его звезд это выстрелившая в этом году группа Wet Leg. И Arctic Monkeys подписывает с ними контракт, потому что им очень понравилась рабочая этика главы Domino. Его зовут Лоуренс Белл, который подписывал на свой лейбл только тех, кто ему персонально нравится. Группа садится писать свой первый альбом, в который частично входят их демки. Хайп растет, продюсеры найдены, сделка получена, и все, что им оставалось, это выпускать
материал, что и происходит в самом начале 2006 года. И чтобы вы могли подумать, что какая-то группа из непонятного города выпускает свой первый дебютный альбом, и, конечно, у них уже была некая фан-база, но вряд ли это какой-то огромный хайп в размере страны. А нет, вот эти вот самые ребята с альбомом, с весьма длинным названием, неоднозначной на то время обложкой, с курящим человеком, это их друг на обложке, стартуют с рекордными в истории Великобритании дебютными продажами 363 тысячи копий в первую неделю. Сказать, что это был успех, это не сказать ничего. Два сингла, это When the Sound Goes Down и I Bet You Look Good on a Dance Floor, дебютируют с первых строчек в момент выпуска в британском сингловом чарте. Альбом тоже максимально успешно держится, очень хорошими показателями. Через месяц альбом выпускается в Америке, и даже там он дебютирует вполне неплохо. 24 место в Billboard 200 с продажами в 34 тысячи копий, хотя критики отнеслись к ним очень скептично и в целом не хотели поддерживать очередных новых инди-роковых британцев, однако, когда группа поехала с гастролями в Америку, каждое их выступление встречалось огромным успехом и только позитивными оценками. Что же касается музыкальной составляющей альбома, мы получили такой настоящий гимн молодости, который, по сути, был написан молодыми парнями, которым еще 20 лет не было. Это такой немножко грязный инди-гаражный британский рок, который на самом деле таковым не является, потому что, несмотря на то, что ребята звучат максимально отрывисто, весело, роково, под этим всем скрывается маска вполне умной лирики и очень мастерски сделанного инструментала. Это та свобода и то сумасшествие, которое хотела слышать в клубах, в барах, в крутых заведениях и выступлениях молодежь, которым хотелось бы отрываться под хорошую музыку с качественным и продуманным наполнением. Это потрясающие рифы, которые по-любому заставят вас танцевать. Это простая, понятная, но при этом хорошо сделанная лирика, доносить которую, кстати, взялся солист Алекс Тернер, который в целом не очень-то и хотел быть солистом в своей группе, однако выяснилось, что у него как раз-таки есть талант к написанию слов, поэтому он и взял на себя ответственность быть лидером группы. И, наверное, что их отличало от других групп того времени, это то, что они действительно могли красиво играться со своей лирикой. В нашем уже более современном мире это, например, то, что делала молодая лорд, которая удивляла всех глубокими, проникновенными, очень умными, но понятными текстами. Тут даже нет смысла перечислять любимые и нелюбимые треки, потому что абсолютно весь альбом отличный, ничего тут не проваливается, идет мощно, ярко, держит твое внимание, заставляет почувствовать себя молодым, диким, дерзким, крутым. И даже сегодня, несмотря на то, что альбому уже 16 лет, он отлично звучит, не кажется каким-то старым, устаревшим. И даже песни, которые поначалу могут казаться чуть более простоватыми, наверное, для этого уровня, вроде You probably couldn't see for the lights, but you were staring straight at me, все равно в итоге работает, потому что это комплексная, сложная, интересная пластинка. Я ее слушал уже намного позже, потому что в 2006 году мне было только 8 лет. Естественно, никаких Arctic Monkeys тогда я в жизни не слышал. И в целом с их творчеством я познакомился довольно поздно, наверное, году в 2013, уже вот к моменту, как выходил альбом AM. И что самое интересное, я даже до сих пор помню человека, который меня вообще познакомил с этой группой. Хотя, вот знаете, интересно, что я этого человека уже 10 лет не видел, не знаю, что с ним, не общались, но это было в заграничном лагере оздоровительном, в котором я был последний или предпоследний день нашей смены. Мы там довольно долго были, жили, даже учились, и все потихонечку разъезжались там в разные области, кто откуда поприезжал, и у одного парня, с которым мы фактически не общались всю вот нашу смену, уехала его подруга Любовь, вот это, знаете, страдания, и я что-то пришел спросить, как он вообще, чё, а он там сидит в комнате, страдает и слушает какую-то непонятную музычку. Меня как-то заинтересовало, я спрашиваю, а что ты такое интересное слушаешь? И он отвечает, это группа Arctic Monkeys, и это как раз-таки был альбом Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. И вот так вот с этим человеком у меня связалась и группа Arctic Monkeys, и первое знакомство с ними. И потом я уже вернулся домой, скачал, или в ВК, скорее всего, тогда слушал их первый альбом. И тоже даже на тот момент, сколько мне там было,
14-15 лет, еще мозгов немного, музыкального вкуса тоже, но даже тогда я уже заценил, что что-то в этом интересное есть. И да, конечно, оценка. Как раз-таки тут ситуация очень приятная, потому что ставить высокие оценки — это здорово, хоть и очень редко случается от меня, но альбом Arctic Monkeys Whatever People Say I Am, That's What I'm Not я ставлю оценку 9.0 из 10. И да, давно от меня не было ничего на таком уровне, я очень редко ставлю такие высокие оценки, но этот альбом этого заслуживает. Определенно лайк, репост, рекомендация. Если не слушали, обязательно послушайте. И напишите в комментарии, как вам этот альбом. Есть ли у вас любимые, нелюбимые песни? Мне было бы очень интересно почитать. А у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.